Привет, друзья! Современное российское телевидение невозможно представить без Константина Львовича Эрнста. Не один десяток лет он занимает должность генерального директора Первого канала, который под его руководством остается лидером телевещания. Сегодня медиа-менеджера по праву можно назвать тем человеком, благодаря которому история отечественного телевидения изменилась навсегда. Несмотря на то, что Первый канал в настоящее время частично принадлежит государству, заработные платы его руководителя и самых известных ведущих очень далеки от среднестатистических показателей по нашей стране. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Константин Эрнст и сколько он зарабатывает. Константин Эрнст родился 6 февраля 1961 года в Москве. Детство мальчика прошло в Ленинграде. Там он окончил школу, после чего поступил в вуз – Ленинградский государственный университет, на факультет биологии, планируя продолжить семейные традиции и посвятить жизнь науке. Несмотря на то, что в будущем ученому светили впечатляющие перспективы и даже практика в Кембридже, давней мечтой молодого Константина было кино. На телевидение Константин Эрнст попал по счастливому стечению обстоятельств. В конце 80-х годов парень случайно оказался на одной из студенческих вечеринок. Там познакомился с Александром Любимовым, руководителем популярной передачи «Взгляд». Эрнст разговорился с ним и позволил себе высказать некоторые критические замечания в адрес программы. Последний, внимательно выслушав собеседника, предложил Константину реализовать перечисленные идеи в своем телепроекте. В результате известный телеведущий помог Эрнсту получить эфирное время для собственной передачи. В 1995 году Константина Эрнста назначили на пост генпродюсера ОРТ. На новой для себя должности Константин Львович активно взялся за работу. Он понимал всю ответственность, которая лежала на нем, поэтому делал все возможное, чтобы показать себя со стороны профессионального руководителя и идейного вдохновителя. В 1999 году ОРТ меняет свое название на Первый канал. Эрнст был креативным продюсером церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи. Обе церемонии были высоко оценены мировыми экспертами, поразив весь мир своей зрелищностью и внушительными масштабами. Константин Эрнст относится к числу самых влиятельных людей на отечественном телевидении. За свою работу он удостаивался множества престижных наград, включая ТЭФИ. Наш герой – многодетный отец. У него сын и 4 дочери. Всех своих детей он любит и старается уделить им внимание. Знакомство мужчины с будущей женой Анной состоялось на светском мероприятии в 1993 году. Константин проводил девушку, затем он регулярно стал ее приглашать на свидание. Уже через пару месяцев наш герой предложил пожениться, на что с восторгом получил положительный ответ. В середине 90-х годов семья пополнилась дочерью, которую назвали Сашенькой. Из-за постоянного отсутствия супруга на работе возникали ссоры, что и привело к расставанию. В конце сложных 90-х Анна уезжает из страны вместе с дочерью. Женщина поселилась в Мадриде, дочь Константина живет в Испании. Она очень близка с отцом, несмотря на то, что провела детские годы вдалеке от него. Позднее Константин Эрнст зарегистрировал брак с Ларисой Синельщиковой. На тот момент у Ларисы уже были 2 своих детей – дочь Анастасия и сын Игорь. Константин всегда относился к детям по-отечески и принял большую роль в их воспитании. В 2015 году Лариса не стала удерживать мужа, когда он встретил свою нынешнюю супругу Софью. Она отпустила его, сохранив с ним дружеские отношения. Софья Заика является одной из самых популярных моделей. Встретились влюбленные вскоре после нового 2014 года. В то время Константин готовил открытие Олимпийских игр в Сочи. Софья должна была участвовать в программе. Роман развивался стремительно. Уже через несколько дней будущие супруги стали жить вместе. Ее не испугала даже большая разница в возрасте. На тот момент Константину было 56 лет, а Софье 29. После свадьбы Софья родила 2 дочерей. Несмотря на то, что девушка воспитывает дочерей, она успевает все. Занимается вокалом, участвует в модных показах, посещает секцию фехтования, снимается в кино и разрабатывает одежду. В 2017 году авторитетное издание Forbes
включила Константина Эрнста в список 500 самых влиятельных деятелей мирового шоу-бизнеса. Работа Эрнста принесла Первому каналу большие рейтинги. Свою руку управленец приложил к таким успешным проектам, как «Прожектор Перес Хилтон», «Голос», «Старые песни о главном», «Вечерний Ургант», «Евровидение 2009», «Зимние Олимпийские игры в Сочи». Долгое время Эрнст мечтал вплотную заняться кинопроизводством, поэтому принял участие в продюсировании множества фильмов. Одними из самых известных его проектов стали фильмы «Ночной дозор» и его продолжение «Дневной дозор». В прокате обе части стали очень успешными, окупившись 9 раз. Одна из самых выдающихся работ Первого канала и его генерального директора – нашумевшая историческая драма «Викинг», ставшая одним из самых кассовых фильмов по сборам первого уикенда в истории российского кино. Кроме того, канал регулярно организовывает телемосты с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В январе 2018 года Константин Эрнст вошел в число получателей премии правительства России. Так, в российском Белом доме отметили работу телевизионного деятеля по организации различных важных государственных телевизионных трансляций. В частности, прямого эфира с военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2017 году. Эрнст неоднократно становился обладателем и других престижных наград, с полагающимся к ним денежным вознаграждением. Медиа-менеджер трижды награждался президентом орденом за заслуги перед Отечеством. В среднем размеры премий составляют от 250 до 500 тысяч рублей. Это разовые выплаты, которые, впрочем, не столь редки для профессионала, обладателя нескольких ТЭФИ, орденов, медалей и благодарностей. Информация о доходах руководителя Первого канала строго засекречена. Эксперты полагают, что официальный ежегодный заработок гендиректора не превышает 10 миллионов рублей. На практике суммы несколько выше. На величину выплат влияют очередные проекты, которым был дан зеленый свет при участии Константина Львовича, а также показатели прибыли телеканала на рекламе, а они остаются довольно высокими, несмотря на наметившееся снижение. На первый взгляд может показаться, что управление Первым каналом не оставляет Эрнсту возможности для дополнительного заработка. Но это не так. Генеральный директор выкраивает в своем графике время на общественную работу, написание сценариев, участие в создании кинофильмов, организацию важных для страны мероприятий. При участии Константина Львовича на экраны страны вышли такие картины: «72 метра», «Ирония судьбы», «Продолжение», «Турецкий гамбит» и многие другие. Не секрет, что доход только от одной успешной картины может составлять несколько миллионов долларов. Выгоду приносит и продюсирование телевизионных сериалов, которых в послужном списке Константина Львовича немало: «Брежнев», «Гибель империи», «Паук», «Саранча». Согласно сведениям «Новой газеты», сегодня он является счастливым владельцем 2 столичных квартир, общая стоимость которых по самым скромным подсчетам составляет порядка 12 миллионов долларов. Эта жилая недвижимость располагается недалеко от главной площади страны. Судя по всему, при таких внушительных доходах Константину Эрнсту действительно не имеет смысла искать себе подработку на корпоративных мероприятиях или думать о создании каких-либо сторонних бизнес-проектов. Даже участие его в качестве одного из постоянных членов жюри Высшей лиги КВН многие зрители расценивают не как оплачиваемую работу, а как жест доброй воли. Ну а если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.